Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Как давно доказано, самый убийственный инструмент в политике – слезинка ребенка. Такой слезинкой можно вызвать настоящее цунами, землетрясение или даже войну. Иногда мне хочется побыстрее стать взрослой. То, что я видела, что происходит с детьми Кувейта, навсегда изменило мою жизнь. Когда я была в госпитале, в него зашли вооруженные иракские солдаты. Они извлекали младенцев из инкубаторов и оставляли умирать на холодном полу. После этого выступления дочери кувейтского посла в Вашингтоне Конгресс тоже прослезился и дал добро на операцию «Буря в пустыне». Погибло больше 50 тысяч человек. Впоследствии выяснилось, что слезинка Найры Аль-Сабах стоила $12 миллионов, выплаченных посольством Кувейта нью-йоркской пиар-компании Hill и Knowlton. Ну и что? Я так скучаю по школе, пожалуйста, остановите войну. Мы устали. Но власти Сирии глухи к ее мольбам. Датский журналист спросил президента Асада о твитах девочки Баны. Она очень боится, она просыпается и понимает, что все еще жива. Это игра пропаганды. Я хочу поблагодарить Атлантический совет за вручение мне этой награды. Я так счастлива стоять перед вами. Политики всего мира должны вместе остановить войну и помочь детям получить образование. Спасибо за внимание. Мадлен Олбрайт, аплодирующая Бани Аль-Абед, уже подзабытому детскому лицу пиар-компании в поддержку интервенции НАТО против Сирии, это, конечно, ходячий памятник цинизму. Мы слышали, что от американских санкций против Ирака умерло 500 000 детей. Это больше, чем в Хиросиме. Оправдано ли это? Я думаю, это очень сложный выбор, но мы считаем, что это оправдано. Да ты ведьма! И тем не менее спрос на детские слезы не падает, а раз есть спрос, появится и предложение, особенно если дело идет к президентским выборам в крупнейшей капиталистической стране, раздираемой внутренними и внешними противоречиями. Случайная встреча Греты Тунберг с Дональдом Трампом в фойе Организации Объединенных Наций, конечно же, стоила того, чтобы случайно 3 недели плыть через Атлантику на яхте без кухни и туалета. Я не должна быть здесь, я должна быть в школе на другой стороне Атлантики. И вы обращаетесь к нам, молодежи, за надеждой. Как вы смеете? Ну и, конечно, случайная фотосессия с Бараком Обамой и Альбертом Гором перед этим, и случайный лозунг «Make the world Greta again». Все это случайные случайности, не имеющие никакого политического подтекста. Мы с тобой одна команда. Знаешь этот жест? Удачи. Спасибо Альберту Гору за то, что он настоящий пионер. Лишь немногие сделали больше. Было большой честью встретиться с вами. Тут нужно бы поосторожнее. Слово «пионер» не во всех частях света вызывает положительные ассоциации. Например, 43-летний советский пионер Леша Навальный бросился защищать Грету Тунберг от 53-летней пионерки Юлии Латыниной. Я абсолютно понимаю, кстати говоря, почему люди старшего поколения, им не нравится Грета Тунберг, потому что мы помним, что было в Советском Союзе. Вот если вы младше 40 лет, наверняка имена Саманта Смит и Кати Лычева вам вообще ничего не говорят. А мы-то все очень хорошо помним, когда ровно точно такие же, вроде как Грета Тунберг, маленькие пионеры, вот они занимались тем же самым. Они ездили, встречались с какими-то иностранными делегациями и боролись за мир во всем мире. Это все было таким чудовищным лицемерием. Саманта Смит погибла в возрасте 13 лет, 25 августа 1985 Она написала письмо в Москву с просьбой не допустить мировой войны. Войны, которая была вполне вероятна, если вспомнить о гонке вооружений и ракетах Першинг-2 в Германии. Каким же нужно быть мерзавцем или идиотом, чтобы называть поступок Саманты Смит лицемерием? К несчастью, тебе не удалось встретиться с Юрием Андроповым, не так ли? Как они это объяснили? Они сказали, что он слишком занят. Слишком занят. Да, пожалуй, мировые лидеры бывают заняты. Навального понять можно, ведь его целевая аудитория – это и есть страна невыученных уроков. Сверстники преподобной Греты, кстати, появились даже иконы.
Школьники, готовые с лозунгами «прислушайтесь к науке», прогуливать физику с географией. Но помилуйте, какую науку могут проповедовать прогульщики или троечники? Какое пекло! Этот бездельник Перестукин брякнул, что белые медведи живут на юге. Эй, мальчишка, покажи мне, где север. Там, наверное, там, где восходит солнце. Теперь ради спасения человечества Грета вообще отказалась от школы на год. Поступок, спору нет, героический, вышибающий слезу, но фокус в том, что точно такая же слеза уже проливалась много раз на форуме миллиардеров в Давосе, во французском, английском парламенте или в Европарламенте. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forests. Разрушение плодородного слоя земли, исчезновение наших великих лесов, токсичные выбросы в атмосферу, гибель насекомых. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям. И никому другому. Вы меня понимаете? Попрошу делать взносы в порядке старшинства, господа. Престарелые скептики исходят желчью, дескать, используют слезливую девочку на шаре вместе со всеми ее диагнозами недобросовестные пиарщики или родители. Как не стыдно подозревать их в таком. Ладно бы отец, актер Сванте Тунберг, и мать, певица Малена Эрнман, были связаны со зловонной клоакой шоу-бизнеса, но нет, ведь они обычные творческие люди, без остатка отдающие себя заботе о дочери. Вот, например, мама на Евровидении в Москве. Или в талантливой постановке одного из шведских театров. Нормальная шведская семья, в общем. А если это вызывает стокгольмский синдром у тысяч школьников по всему миру, что ж поделать? Я просто ребенок. Вы не представляете, как тяжело осознавать, что когда я вырасту, будет уже слишком поздно. Вполне возможно, так и есть, но есть опасения, что не потепление на 1,5 градуса станет тому причиной. Мир, который не желает учиться по пятницам, становится настолько инфантильным, что перестает ощущать настоящую угрозу, теряет чувство опасности. Эта инфантильность заметна в любой точке земного шара. Вот президент Сальвадора селфится на трибуне ООН перед своим выступлением. Молодые клоуны приходят на смену стареющим. Грета Тунберг должна была внимательно слушать речь Дональда Трампа, слушать и запоминать, потому что именно в его словах содержится самый точный прогноз, предвещающий планете не шуточное, а самое настоящее потепление. После моего избрания США потратили $2,5 триллиона на полное перевооружение армии. США остаются самым могущественным государством на Земле. Свободный мир должен сохранить свои национальные границы. Он не должен пытаться стереть их или заместить. Будущее принадлежит патриотам. Они не заместят нас вообще-то. Это лозунг новых правых, новых фашистов, намекающий на проблему нелегальной миграции. Не заместят нас. Взлет такого патриотизма уже наблюдался пару раз в 20 веке. Призрак социализма — это одна из самых опасных угроз. Это разрушитель наций и обществ. Сегодня я повторяю всему миру то, что говорил американцам. Америка никогда не будет социалистической страной. Собственно, это и есть идущая вовсю избирательная кампания, в которой дерутся влиятельные группировки американской олигархии. Социализм, климат, импичмент, Зеленский, Грета Тунберг – все это просто клочки, летящие по закоулочкам. Но борцам за сохранение природы следовало бы помнить вот что. Крупнейшим потребителем ископаемого топлива в мире остается Пентагон. Один Пентагон выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем Швеция, Норвегия или Финляндия. Бюджет Пентагона на 2019 год $716 миллиардов. За новый бюджет войны, а это бюджет войны, проголосовали все – демократы и республиканцы, все борцы с глобальным потеплением, включая подружку Тунберг, молодую сенаторшу Александрию Кортес, без конца рассуждающую о новом зеленом курсе. В этом смысле протесты против глобального потепления напоминают митинг против восхода солнца на пороховой бочке.
Да, фитиль дымится, но совершенно не там, где вы думаете. Постойте, изменение климата – это главный вопрос? А как насчет мира? Кто-нибудь думал об этом? Неужели этим западным подросткам, в основном из обеспеченных семей, так промыли мозги, что они не понимают, перед миром стоят другие задачи? Например, остановить неизбирательные убийства людей в бесконечных войнах, которые США развязывают по всей планете. Нет, это в прошлом веке, наученная Вьетнамом и Кореей, молодежь по-настоящему боялась умереть. Сегодня прогульщики будут вводить климатические хороводы, а их страны в это время будут начиняться смертоносным оружием. Парижские соглашения по климату важны, наверное. Как насчет договора о ракетах меньшей и средней дальности? Ведь до глобального потепления человечество может просто не дожить. Изменить систему слезами и демонстрациями невозможно. Миру корпораций наплевать на всех маленьких девочек. Особенно, если они имеют несчастье проживать в Йемене, Сирии, Палестине, на Донбассе или на Кубе. С 3 руководителей атомной станции Фукусима были сняты обвинения в халатности. Бывший председатель совета директоров токийской электрической компании Цунихиса Кацумата, бывшие зампреды правления Сакая Муто и Итиро Такикуро были оправданы токийским судом. Это был единственный процесс по итогам атомной аварии, уступающий по масштабам лишь Чернобылю. Привлечь к ответственности правительство невозможно, не бросив вызов корпорациям, то есть капитализму как таковому. Корпорации вроде Nestlé и Coca-Cola не перестанут выпускать товары в пластиковой упаковке, потому что низкая себестоимость обеспечивает им прибыль. Так же, как труд бессловесных ровесников Греты Тунберг, о котором не вспоминают на климатических флешмобах. 3/4 мирового урожая фундука приходится на Турцию, а крупнейшим покупателем выступает компания Ferrero, производитель шоколадной пасты Nutella. Однако орехи собирают мигранты, в том числе дети. Это тяжелая работа, около 10 часов в день на горных склонах. 2 сборщиков, Мустафа и Мухаммед, работают нелегально. Им 12 и 10 лет, значительно ниже разрешенного в Турции минимума. Совладелец плантации Казим Яман говорит, что против детского труда. Они заставляют детей работать как машины, думают только о том, сколько можно привлечь детей и сколько это принесет денег, говорит Казим. Никто не спорит, экологические проблемы существуют, Грета права, даже климат меняется. Но внутри существующей системы эти проблемы нельзя ни смягчить, ни разрешить. Все гораздо хуже, чем кажется. Глобальную экологическую катастрофу нельзя остановить эволюционным путем, ведь эволюция капитализма и есть катастрофа. Можно ли устранить симптомы, замалчивая или игнорируя причины болезни? Не выкрученные на час лампочки, не детские слезы на трибуне ООН не в состоянии этого изменить. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.